День 1604. Алекс на связи. Часто как основную фишку умного дома рекламируют удаленный доступ. Конечно, в некоторых случаях он полезен, и можно гораздо больше способов применения найти умному дому. Но надеяться полностью на него, это, конечно, иногда не очень хорошо. И было много случаев, когда просто в самый нужный момент умный дом и удаленный доступ просто были недоступны, и нельзя было сделать какое-то действие. Много раз, когда я был вне дома, у меня то зависал роутер, интернет, то по какой-то причине просто интернет не работал, то зависал сервер умного дома. Были ситуации, когда перестал работать, например, ZigBee стик, например, это было, может быть, связано с грозой. И тогда, конечно, не очень понятно, как вообще управлять. И если я в этот момент находился далеко, то вообще было очень сложно понять, что происходит и как это вообще можно исправить. Иногда приходилось подключаться к системе умного дома очень странными способами и, например, перезапускать роутер или какое-то устройство очень хитрыми командами. Например, у меня есть такая функция дополнительная, что я могу через Telegram-бот зайти и выполнить какие-то действия, которые помогут мне вернуть управление над системой умного дома. Также очень часто бывает так, что просто по какой-то причине, например, заканчивается место на сервере умного дома или какое-то приложение по какой-то причине перестает работать, или вылетают сервисы, или перестают работать какие-то скрипты. Также могут перестать быть доступны определенные устройства, например, после какого-то сбоя, или просто, может быть, при отключении электроэнергии не до конца прогрузились, или, например, устройства по Wi-Fi могут просто потерять сеть и перестать работать. Также разные датчики, которые работают на батарейках, может так оказаться, что просто батарейка села в этот момент, и они тоже либо будут неправильно показывать значение, отправлять в систему умного дома, или вообще система умного дома не будет получать от них никакого значения. И, конечно, это тоже может сказаться на общем управлении. Конечно, часто показывают, что если вы вдруг забыли выключить утюг из розетки, и вы купили умную розетку и воткнули своевременно этот утюг в эту розетку, то можно всегда удаленно зайти и проверить, включена розетка или нет, или потребляет утюг электроэнергию или нет, и выключить удаленно. Но, конечно, надеяться полностью на этот сценарий нельзя, потому что, во-первых, это может быть просто дешевая Wi-Fi розетка. Также может быть оказаться, что облако производителя этой розетки тоже в этот момент не будет доступно, или еще какая-то произойдет ситуация, связанная со сбоем этой розетки, то, конечно, ее выключить удаленно будет довольно сложно. Но и чаще всего бывает так, что, конечно, на всех этих умных розетках или лампочках есть возможность настроить действие по умолчанию, например, после перезагрузки, чтобы они либо включались, либо выключались, либо переключались в последнее запомненное положение. Но сколько раз я уже там наблюдал, так что по какой-то причине, либо после очередного обновления этой розетки, либо просто из-за каких-то несостыковок в системах умного дома и в приложениях возникает так, что само это устройство, оно вроде показывает, что включено в такой режим, но если реально его выключить и включить, то на нем может оказаться вообще случайное состояние. И, например, тогда утюг может оказаться снова включенным, и, конечно, это будет довольно неприятно и может даже и опасно. Для того, чтобы, в принципе, понимать, что происходит в умном доме, я часто
в основном смотрю на общее энергопотребление. У меня есть общий счетчик электроэнергии умный, стоит на входе в квартиру, на вводе электричества в квартиру. И я могу примерно понимать, включено что-то сейчас или не включено. Может казаться, что какая-то действительно розетка включилась или какая-то лампочка снова после перезагрузки включилась. Или даже бывает так, что просто случайно можно зайти в систему умного дома и нажать кнопку, просто просматривая, например, страницу этого умного дома, этой системы, и задеть какой-то выключатель и просто включить или выключить какое-то устройство. Ну и даже, например, если использовать голосовое управление, например, Яндекса, то тоже может оказаться так, что случайно была произнесена команда, или она была так распознана как команда, и какое-то действие сделалось в умном доме. А если еще и завести в эту экосистему несколько разных домов, такая возможность сейчас тоже есть, то, конечно, можно случайно включить не в том доме, например, на даче или в квартире, или еще где-нибудь какое-то устройство, или какую-то розетку, или какое-то реле. Что даже, в принципе, будет непонятно, что вообще это произошло действие. Если потребитель какой-нибудь не очень мощный, то даже через счетчик электроэнергии можно будет не увидеть это потребление. И, конечно, нужно что-то тоже будет в этом случае придумывать. Как вариант тоже продаются разные умные реле и счетчики совмещенные, которые можно поставить на, допустим, в электрощитке и отключать вообще полностью все электричество в умном доме, если, например, куда-то надолго и далеко уезжать. Но фактически, конечно, нужно предусмотреть, чтобы те устройства, которые требуют постоянного потребления, и сама система умного дома не обесточилась в этот момент. И то есть нужно будет делать несколько разных контуров для энергопитания. И, соответственно, конечно, это тоже нужно и проектировать заранее, и предусматривать заранее, что совсем непросто. Мне часто помогали веб-камеры для контроля, что же все-таки происходит в умном доме, потому что визуально гораздо проще оценить, например, включился ли где-то свет, или если видно, например, что какое-то устройство работает, может быть, даже тот вентилятор или кондиционер, конечно, будет все равно на камере видно, но если они находятся довольно близко. И даже вначале я тоже некоторое время ставил камеру так дополнительно и направлял ее на сервер умного дома, чтобы можно было видеть по морганию разных светодиодов, что же происходит с этим сервером. И если система умного дома не работает, то камера может быть доступна через приложение производителя. И, конечно, это тоже вполне помогало мне понимать текущее состояние. И чаще всего я, конечно, тоже предусматриваю, чтобы в умном доме было несколько разных контуров рабочих. То есть это, во-первых, у меня сервер, он находится, не использует Wi-Fi, находится непосредственно в сети Ethernet. И поэтому он, конечно же, не зависит и от этого роутера, и от Wi-Fi точки. Если даже в случае сбоя или подвисания этого роутера, он все равно будет доступен, и можно будет этим управлять. Ну и некоторые устройства, например, которые работают по Zigbee, они тоже могут зависнуть по какой-то причине. И для того, чтобы, например, перезагрузить этот сервер, когда я уезжаю надолго, я этот сервер тоже могу подключить к какой-нибудь Wi-Fi розетке. И таким образом, если уж совсем, допустим, не работает сервер умного дома, а мне надо перезагрузить его, то я могу использовать именно контур через Wi-Fi и выключить эту розетку. А если у меня наоборот получается Wi-Fi завис, то там просто наоборот могу поставить Zigbee розетку и таким образом перезагрузить этот Wi-Fi, этот роутер и наладить работу системы. Конечно, наличие нескольких контуров управления, разных способов подключения к системе умного дома. Например, я использую и фирменное приложение, и
система OpenHub и удаленный доступ. Использую Telegram-бот для подключения. Есть еще несколько способов подключения через веб-сервер. И поэтому, конечно, даже когда у меня система зависала, мне приходилось фактически взламывать свою защиту, зная, как она устроена, для того, чтобы все-таки вернуть управление удаленно над системой умного дома.